Не так давно я рассказывал вам, что Konami продолжают посещать разные игровые выставки, причем далеко не самые очевидные, так сказать, по снисходящей. Сначала Токио, потом Бразилия, потом какой-то Таиланд, и везде одна и та же тематика. По сути, реклама своей собственной игры. Чего-то нового они на этих выставках не рассказывают. И лишь время от времени от этих игровых выставок мы получаем какие-то, ну знаете, более-менее интересные тезисы, которые и можем обсудить. Например, мы уже обсуждали слова продюсера eFootball, о том, как они готовились к презентации в честь 30-летия, о том, что они доверяют своим молодым сотрудникам и поощряют их какие-то фантомные инициативы. Но в этот раз ситуация поинтереснее, потому что Konami побывали в Бразилии, куда пригласили отдельных инфлюенсеров, которым задолго до этой самой выставки на их аккаунты подарили целую ворох эпических игроков той же самой Барселоны, просто потому что они блогеры. Представьте, и такое бывает. Но сейчас это не главное. Суть в том, что одному из этих блогеров выпала возможность пообщаться с продюсером серии eFootball. Он ответил на парочку вопросов, где-то ответил чуть более развернуто, где-то наоборот сдержанно, но во всяком случае все то, что нас интересует, прозвучало в этих самых вопросах. Поэтому давайте ознакомимся с этими тезисами поподробнее. И начнем мы с самого животрепещущего вопроса, который волнует всех игроков eFootball от мала до велика, донатеров, недонатеров, тех, кто стали играть в игру не так давно или кто играет уже давным-давно, это Connect и сервера. Konami признают, что они понимают и в целом наблюдают проблему с Connect и в целом серверами, которые наблюдаются по игре. И, конечно, как и всегда, они дежурно сообщают, что они пытаются работать над этим аспектом. Ну а в то же время отмечают, что работа тех или иных серверов, появление дополнительных серверов не всегда зависит именно от них, потому что, я так понимаю, нужно еще договориться о приобретении того или иного сервера, об установке того или иного сервера, но, как заявляют Konami, они пытаются работать над этим. Но не так давно стало известно о том, что появился новый сервер, и, что самое интересное, он появился для японского региона, то есть еще один сервер появился на территории как раз-таки Японии, тогда как европейцы, южноамериканцы, в том числе те же самые бразильцы, отчаянно жалуются на Connect и на нехватку серверов. Какого-то внятного диалога про режимы, про возвращение старого между продюсером и блогером особо-то не получилось, но, как я понял, блогер демонстрировал все то, что ранее присутствовало в серии PES. Какие-то ивенты из MyClub, тот же самый матчдей из 20-й части, и посыл был один, и он достаточно конкретный. Верните все вот это вот, что было в 17-й PES в MyClub, что было в последующих частях в MyClub, только на современный лад. На что ответ был более чем положительный и стандартная отмашка из разряда «мы постараемся, мы поработаем». Но факт остается фактом, что Konami и в частности продюсеру указали на то, что некогда присутствовало в игре, и что это можно было бы вернуть, на этом можно было бы сыграть. И кто знает, возможно, что-нибудь из этого и вправду в скором времени вернется. Немного про умного помощника, который уже целый год терроризирует игроков, будь то в дивизионах или же в ивентах. К сожалению, для нас его полная отмена не планируется, потому что Konami заботится о всех игроках, но планируется введение фильтра, который позволит отсеивать игроков с умным помощником. В принципе, об этом говорил еще Ренан Гальвани, что якобы в ноябрьском обновлении возможно появление подобного фильтра. И в разговоре с продюсером такая возможность действительно была упомянута, и вполне возможно, что в ближайшем будущем мы также сможем ее увидеть. Поэтому скрещиваем пальцы и надеемся на нечто подобное. Ну и самое главное, что, возможно, интересует вас, также, возможно, и меня, это, конечно же, Мастер-лига. Какой разговор с продюсером eFootball, с представителем Konami, без упоминания одного из самых главнейших режимов в истории серии PES? Конечно же, Мастер-лига, она же карьера тренера, была упомянута, и ответ на нее был дан. А именно то, что продюсер не может сказать многого по этому поводу. То есть, без подробностей, без конкретики, он, грубо говоря, там покивал головой, сказал да, но подробности раскрывать не могу.
То есть ничего внятного по режиму карьеры за тренера мы не получили. И получается такая ситуация, что режим клинически мертв, то есть он вроде как существует, он разработан, но в игре он не появляется, но в то же время какой-то официальной отмены этого режима пока что не произошло. Поэтому остается лишь ждать. В принципе, по сути, происходит все то же самое, что я и повторяю на протяжении уже полугода, может быть, даже и года. Konami в каком-то смысле даже выгодно тянуть резину с этим режимом, так сказать, держать его под шлейфом секретности, дабы создавать какие-то маломальские, а может быть, даже глобальные слухи вокруг него. И поэтому вот такая вот прямая со стороны продюсера недосказанность, мне кажется, лишнее тому подтверждение. Ну и вот такой вот у нас положняк по одним из самых важнейших вопросов, касающихся eFootball, то есть серверов, умного помощника, режимов, мастер-лиги. Стоит признать, что ответы получились не совсем удовлетворительными. С другой стороны, возможно, нам стоит радоваться, что хоть кому-то выпала хоть какая-то возможность хоть как-то повзаимодействовать с тем же самым продюсером. Другой вопрос в том, что да, возможно, от него многого не услышишь, как бы мы того не хотели. Во всяком случае, ваше мнение касаемо всего услышанного я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!